Дорогие, любимые и уважаемые, главное, уважаемые девы, я сегодня представляю для вас тест гадания, экспериментальное гадание, 3 случайные карты. Задача наша следующая: достать 3 карты из 3 разных колод Таро и узнать пророчество о судьбе на ближайшее время для вас, описание ваших дел и вашей жизни в настоящий момент, а также послушать советы, какие жизненные стратегии и тактики вам предложат карты. Но бонусом, помимо гадания, я предлагаю вам прослушать еще сказку на ночь. Сказка будет для девы. Но в начале, понимаете, сказку я могу для вас выбрать, а карты я не выбираю. Это всегда случайность, да? Лотерея. Однако совпадений не бывает, и случайности не случайно. Я уверена, что 3 колоды что-то затаили для вас, какое-то откровение, пророчество. Представлю, это карта называется «Следование ангелам». Ну, так мы переведем название, может быть, в зависимости от ангелов. Дальше, золотое Таро. Выбрала колоды более или менее большого формата, чтобы вам хорошо было видно картинки. Ну и совсем уж уникальные, раритетные карты, которые вот так неприглядно выглядят. Старая-престарая колода Таро Кроули, которая сама по себе, вот этот экземпляр, это издание очень ограниченное действительно и имеет такую большую серьезную историю. Я их, если уж достаю очень редко, потому что страшно берегу, они какие-то такие, видимо, в силу возраста, очень откровенные, и рассказываю их историю. Долгое время они у меня находятся в распоряжении давно, хотя я не первый владелец, обладатель этой колоды. И долгое время не могла на них гадать. Вот совсем. Они просто у меня выпадали из рук. Сопротивлялись как, знаете, как, наверное, сопротивлялись. И даже один уважаемый человек, известный в свое время, широко известный в узких кругах колдун, подержал как-то руку, был у меня в гостях, вот так подержал руку над этой колодой и сказал: не сможешь ты гадать на этих картах, потому что они тебя не любят. Вот категорически тебя не любят. И, в общем, я думаю, что со временем мы друг друга приручили. Итак, 3 карты для девы. С замиранием сердца. Вы подумайте о своем, позадавайте картам свои вопросы. Друзья, приношу свои извинения. Я, конечно, шмыгаю носом, потому что, видите, тороплюсь вести для вас репортажи из своей летней студии. Я распаковала, распечатала 2-ю часть своего громадного прекрасного дома. Здесь по-прежнему дико холодно, журчит кондиционер, но это не помогает. Первая карта для вас. Советы, предсказания. Раз. Так, что вам достается? Ох, 5 мечей. Ну, ничего пока хорошего, но в чем ценность карты? Она всегда вовремя выпадает как совет. Вы знаете, вовремя, точечно очень. Выпадает как совет и прям спасает. Вы знаете, что в Инстаграме, в Телеграме я делаю гадания на каждый день, которые в основном, вот признаюсь, делаю для себя, потому что мне важно знать, видеть советы, что обходить каждый день. И вот люблю, когда выпадают именно плохие карты, и я знаю, от чего воздержаться, что обойти, что там обтечь, от чего скрыться. И так более или менее гармонично день проживаю. Но об этом позже, пока 5 мечей. Ну так себе карта, более как совет мы, наверное, ее рассмотрим. Посмотрим соседние. Дальше 2-я карта. Вторая карта. Энергетика колоды здесь уже идет совсем другая. Неужели? Мне кажется,
Пятерка мечей, друзья. Вот в этом прелесть и подвох гадать на разных колодах. Потому что можно вытащить из разных колод одну и ту же карту. Вторая пятерка мечей. Я начинаю за вас переживать. Я начинаю за вас переживать, друзья, девы, при всей любви, при всем уважении. Но из песни слова не выкинешь, да? Если я один раз сказала, что пятерка мечей – это совет, ну прям вот уже совет-совет появляется для вас. Дальше. Я не смеюсь, если вам кажется. Я плачу, я рыдаю. Но на все вопросы я открыто отвечаю. И третья карта для вас. Ну, это не смешно. Это не смешно. Вы видели, я не выбираю карты. Я до такого мастерства, я не фокусник. Но и третья колода вам выдает пятерку мечей. Друзья, вот я сейчас жалею, что вот это было бы отличной игрой в однорукого бандита, да? Я бы сейчас озолотилась. Но это гадание. Это какой-то исторический уникальный случай. В Книгу рекордов Гиннесса можно заносить, потому что, представьте, в каждой из 3 колод 78 карт. А теперь, кто хоть чуть-чуть знаком с математикой, вообразите, насколько малая, малюсенькая вероятность вытащить подряд 3 одинаковые карты из 3 колод. И я их вытащила для вас, для девы. Крепитесь, держитесь. Не скажу, что я прям в связи с этими картами выбираю для вас сказку. Но может быть и в связи с этими картами выбираю для вас сказку. Очень холодно. Я прошу прощения. Совсем короткая. Не буду вас еще и томить и мучить, да? Сказка называется «Деньги убивают». Один старец спросил внука своего: совсем недавно, в недавнее время, наверху равнины нашей были найдены 3 огромная сумма денег и пустая бутылка вина. Знаешь ли ты, что случилось? Нет, ответил мальчик. Эти несчастные мертвые люди были 3 ворами, объяснил дедушка. Они украли деньги и скрылись наверху равнины, чтобы поделить добычу. Но прежде один из них пошел в деревню купить вина. Ну, вероятно, они хотели эту историю отпраздновать. А 2, которые остались, решили 3-го убить, чтобы не делить с ним, ну, понятно, украденные деньги, чтобы весь куш разделить не на 3 части, а на 2 между собой. И когда их 3-й товарищ вернулся с вином, они на него напали и убили. А после выпили вино, естественно, и после умрели. Здесь на болгарском языке история. Потому что их товарищ, когда ходил в магазин, ну, понятно, оправданно очень решил, что лучше не делить добычу на 3, а забрать ее в одно лицо, и поэтому он это вино отравил. Вот поэтому наверху нашей равнины нашли 3 много денег и пустую бутылку из-под вина. Понимаешь ли ты теперь? Спросил старец. Внук решил, что эта история очень поучительная, и усмехнулся. Мы тоже усмехнемся, не поймите меня превратно. Почему я выбрала эту историю именно для девы?
дело в том, что жизнь Девы достаточно материальна, это объясняется и принадлежностью к знаку, к материальной стихии, это объясняется и тем, что все девы – дети Меркурия, а Меркурий заправляет у нас разными материальными, такими простыми, даже примитивными, практическими и хозяйственными делами. Ну вот вам выпала такая сказка. А теперь возьмемся, вы уже поняли, да, историю, что из 3 колод, что абсолютно невероятно, но случилось, мы стали свидетелями этой истории. А вам выпала одна и та же карта, 5 мечей. Она называется ссора, безусловно, и описывает она действительно ссору некрасивую. Эта карта предвещает приход какой-то ссорной полосы, ссорного времени в вашу жизнь. А вы знаете, что-то хорошее есть, наверное, тут, потому что мы, например, здесь не увидели ни одного старшего аркана, то есть ни одной такой крупной, серьезной карты, которая бы придавала такого судьбоносного, какого-то жизненно важного значения происходящему. 5 мечей обозначает всего лишь ссоры, неприятную критику на пустом месте, необоснованные чьи-то претензии к вам или ваши претензии к кому-то. И неизвестно, что еще что хуже, потому что я всегда говорю, что чужое дурное поведение мы быстро забудем, а вот свое пронесем через всю жизнь и, может быть, не забудем никогда. 5 мечей выпадает в первую очередь, ну вот как предвестник ссоры, и самое главное, что да, разные карты в колоде Таро обещают ссоры, но ссоры тоже разные бывают. 5 мечей описывает войну без повода. Это и момент, когда вы делите шкуру неубитого медведя, то есть вы с кем-то, с близкими или с неблизкими людьми ссоритесь безобразно, где страдают обе стороны, страдаете вы, потому что вам приходится показывать не лучшие свои стороны. Но задача эта не имеет решения, то есть нет предмета спора. И в этом основное назначение, основной смысл карты. То есть это война, которую не нужно затевать, потому что у нее нет предмета какого-то достойного. И это война, которую не нужно затевать, потому что у нее ни в коем случае не может быть победителя. Ни в коем случае никакого победителя не может быть. Проиграют все, и, соответственно, все 3 колоды спешат к девам, а вот с таким вот советом. Сейчас не нужно ни с кем ссориться и спорить, ни с кем не нужно выяснять отношения. Карты просят вас не вчинять судебный иск, например, потому что вы не только не выиграете, но и в процессе рассмотрения спора сам вопрос окажется каким-то несостоятельным. И опять же проиграют все, история может затянуться и превратиться в очень-очень некрасиво. 5 мечей говорит о том, что события ближайшего будущего или события настоящего вынудят вас некрасиво себя вести. Ну, кто любит себя некрасиво вести? Я надеюсь, что никто. Хотя события последних 1,5 месяцев убеждают нас в обратном. Такие планетарные события, вы знаете, о чем я. Карта просит вас очень держать себя в руках и не поддаваться на провокации. А провокации обязательно будут. Кому-то очень выгодно выбить вас из равновесия и заставить вас ругаться, заставить вас мелочиться, заставить вас жадничать, сплетничать и рыть яму ближнему своему. В общем, не делайте этого. Видите, как будто получается, что не о чем говорить, потому что 3 одинаковые карты, да, я здесь не могу переходить от одной к другой и говорить вот о том, как они друг друга дополняют, понимаете? Вам выпадает 5 мечей в кубе, да, в 3-й степени. То есть эти карты имеют одно значение, но такое очень потенцированное, очень рафинированное. Поэтому, по сути, вам одна карта выпадает просто с 3 сторон, как бы в 3 своих ипостасях. И вот мы можем только здесь, наверное, рассматривать иллюстрации, чтобы углубиться в детали. Ну вот хотя бы посмотрите,
Таро ангелов. Какой-то темный ангел здесь в виде даже какого-то демона, не ангела, представлен, да, и здесь очень печальный какой-то тревожный пейзаж есть, мечи, ссоры, люди расходятся, явно какой-то спорный вопрос, как лебедь, рак и щука, растаскивают в разные стороны, нет возможности договориться, но посмотрите, между этими явно воюющими людьми, вот в схватке, ничего нет, абсолютно пустое пространство, пустое поле. В этом смысл карты. По пятерке мечей оспоривается то, что не существует, пока не существует. Это, например, конфликт, ссора с партнерами по бизнесу, за прибыли которых пока нет, и которых, возможно, и не будет даже, а вы уже успели поссориться. Я разволновалась от этих карт, честно вам скажу, хотя не знаю, что больше заставляет меня торопиться. Такой странный мистический набор карт или температура окружающей среды. В любом случае, ссора может носить очень личный характер, любовный, романтический, и вы здесь ссоритесь с вашим любимым человеком, например, раньше времени, раньше, чем вы успели друг друга хорошо узнать. Вот я часто в личных историях вижу, как люди ссорятся, например, совершенно недавними интернет-знакомыми. Ну, знаете, перекинулись 3 письмами и уже заняли непримиримую позицию, поссорились и заблокировали друг друга. Вот нечто подобное может с вами произойти. Поэтому общий совет, конечно, для девы вот такой, и общий прогноз неутешительный. На самом деле я не скажу радикально плохого, потому что вот на этом фоне, на этом ссорном и тяжелом эмоциональном фоне много хорошего в вашей жизни может происходить, но только неосторожным словом, какой-то напрасной критикой, какими-то лишними претензиями. Вы сами вот это все прекрасное, правильное и, ну не знаю, плодотворное можете очень быстро и некрасиво разрушить. Собственно, в этом совет, поэтому вот именно такие карты, наверное, к вам и спешат. То есть там на заднике, вот на заднем плане, на заднем фоне в вашей жизни могут быть и деньги, и любовь, и привязанность, и отличные творческие возможности, карьера. То есть вы можете состояться сейчас во всем, но все это под угрозой срыва. То есть вот эти 3 подряд пятерки мечей – это та самая ложка дегтя, которая вот-вот капнет в бочку меда и очень сильно отравит или сделает негодной целую часть вашей прекрасной жизни. А для вас правильная позиция сейчас оставаться в зрительном зале. То есть представьте, что вот эти вот злые клоуны, это, кстати, отличная медитация, то есть это отличный способ, давно известный, как не поддаться на провокации злых людей, как не поддаться на провокации пятерки мечей. Воображайте себя сидящим в зрительном зале, ну, в относительном комфорте и, в общем-то, в темноте, а вот перед вами злые клоуны кривляются на арене, и вот они в какой-то момент к вам подбираются и тянут ручки, вот так вот тянут ручки, ручки к вам тянут, хотят вас выдернуть на арену, чтобы вы натянуть на вас какой-то смешной колпак с бубенцами, чтобы вы также безобразно вместе с ними кривлялись на этой арене. А вам остается только что не соглашаться, уберите ручки свои подальше, не ходите с ними, и все, и вы отсидитесь в эти тревожные или печальные времена,
То есть для вас сейчас задача просто не попасть на арену, не слиться с этой глумящейся, бушующей, бессмысленной, злой толпой. Будьте выше, эти времена обязательно пройдут, и, ну, по крайней мере, вам меньше, чем другим будет о чем сожалеть. Спасибо. Увидимся.